Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами по традиции встречаемся в преддверии Нового года и начну с поздравления. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2026 год объявлен у нас годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ. И, конечно, поздравляю вас с 25-летием Государственного Совета России. Это четверть века напряженной, кропотливой и результативной работы, в том числе в условиях серьезных и сложных вызовов. Вопросы, которые выносятся на рассмотрение Госсовета, всегда значимы, важны, актуальны для страны, для граждан. И желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы успешно решать стоящие перед нами задачи. А тема нашего сегодняшнего заседания – подготовка кадров для экономики. Это касается буквально каждого региона, касается каждой отрасли. Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны. В этом году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами. Из них 8 по обеспечению технологического лидерства России. Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета. В этой большой работе участвует абсолютное большинство граждан нашей страны. Молодежь – люди разных поколений. От их профессионализма, знаний, таланта, компетентности зависит достижение поставленных нами задач. Вот для справки тоже хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица. Но мы с вами знаем, особенно в некоторых регионах страны, безработица среди молодежи, да и в целом по стране безработица среди молодежи, она всегда чуть повыше, но и здесь есть положительные сдвиги. Безработица среди граждан до 34 лет также устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8%. Начиная с 2022 года в экономику вовлечено дополнительно порядка 2,6 миллиона человек. Это хороший позитивный показатель. Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах, ключевых для производства. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики. В последние годы предпринят ряд серьезных шагов для изменения ситуации. Эти меры отражены в нацпроекте «Кадры», «Молодежь и дети» и других документах. Меняется система подготовки инженеров, развивается среднее профессиональное образование. Но, безусловно, мы должны еще более активно и результативно отвечать на сложнейшие современные вызовы. И в связи с этим обозначу ряд дальнейших действий, как представляется, наиболее необходимых для нас. Начну с долгосрочного горизонта. Речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще и мировая история-то не знала. Обращаю внимание региональных команд, руководителей правительства, представителей всех отраслей. Этот период уже наступил, он буквально вошел в нашу жизнь, ворвался в нее. Недавно на конференции по искусственному интеллекту слышал сравнение происходящих изменений, их влияния на развитие отраслей с реализацией космической программы.
Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни, автоматизирует решение огромного числа задач. Скорость распространения систем искусственного интеллекта увеличивается с каждым годом, вовлекая в свою орбиту практически каждого человека. Изменение его жизни, значимости профессии и изменение самого рынка труда. Послушайте, все изменится. Мы должны быть к этому обязательно готовы. Обязательно. Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой. Технологическая перестройка всегда приводила к исчезновению одних и появлению других, новых профессий. Но в этот раз перемены носят более глубинный характер. Сами принципы подготовки специалистов и их последующего карьерного роста кардинально трансформируются. Традиционная траектория поэтапного развития карьеры от получения образования, затем должности младшего сотрудника и далее до руководителя будет, безусловно, меняться. Значительно увеличится спрос на специальности и на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда. Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность. И в этой ситуации важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни. Мы так время от времени вспоминаем об этом, но я вот обращаю на это ваше внимание. Это в высшей степени важно, в высшей степени. Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание. Это важнейшая задача для государства, бизнеса и системы образования. Для ее решения нам необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая сама должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях, в науке. Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде. Тоже уже говорили об этом не один раз. Не случайно, что в новом сезоне конкурса «Лидер России» заявки на участие подаются не индивидуально, а именно в составе команды, ну, скажем так, команды единомышленников. Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, у нас предельно короткий временной лаг для реализации и реакции на стремительные перемены. На федеральном уровне и в регионах надо заранее формировать подходы к ответам на эти вызовы со стороны системы образования и рынка труда. И главное, помнить, что кадры – это не функция и не функции, а прежде всего люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни. Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения. Массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней. Нельзя жить по старинке. Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования в то же время. Это формирование у школьников, студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом.
Мы вот с вами в разных ситуациях, в разных местах в последнее время все время говорим и вспоминаем о том, что ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди, автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать. Это очень важная задача для системы образования и подготовки и переготовки кадров. Очень важная. Здесь нужно вообще очень многие вещи переосмыслить, переносить это на прямую работу с учащимися, со студентами, в аудитории, просто там напрямую работать, развивать и поддерживать умение мыслить самостоятельно. Но важнейшая задача. Правительством России завершается подготовка стратегии развития образования до 2036 года. Проделана большая работа, но нужно обязательно отразить в ней вопросы, связанные с переходом на качественно иные принципы, позволяющие каждому человеку быть востребованным, причем на протяжении всей жизни, а также с формированием новых базовых навыков в условиях ускоренного внедрения искусственного интеллекта. Крайне важны и пути реализации стратегии. Уважаемые коллеги, несколько слов о среднесрочных и самых ближайших задачах. Нужно продолжать работу по повышению качества подготовки в системе профессионального образования, добиваться большей востребованности выпускников колледжей, техникумов, вузов на рынке труда. Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер заработной платы выпускников. Конечно, это будут чемпионы, те, кто в первых рядах, но на основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худшие результаты. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся, регионов и всей страны. А именно, по каждой из таких организаций совместно с региональными властями, с вами, уважаемые коллеги, надо формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации. Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь не должно быть. Далее. Говоря о текущих задачах, важно преодолевать дисбалансы, сложившиеся на рынке труда. Одно из ключевых – это дифференциация уровня безработицы между регионами. Отмечу, что для трудоизбыточных регионов с исторически высокой безработицей разработаны и уже реализуются специальные дорожные карты. Эту работу надо, безусловно, продолжить. Конечно, у каждого субъекта федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономической активности жителей. И подчеркну, особое внимание надо здесь уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Так, для справки, тоже в ближайшие 7 лет нам необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек. Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости, а это тоже уже понятно, какие это отрасли. Там, где этот искусственный интеллект будет работать и заменять людей, это уже понятно, что будет происходить. Это оптовая розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, сектор государственного управления и некоторые другие. И надо заранее подумать, готовить людей в те секторы, где трудовые ресурсы будут востребованы. И это тоже уже примерно понятно, чем нужно заниматься. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичные производства, деятельность в области информации, связи, образования, то же самое, профессиональная, научная, техническая деятельность. Крайне важно развивать инфраструктуру профориентации молодежи. В ряде регионов уже созданы кадровые центры именно для молодежи. Там помогают ребятам в выборе профессии и зачастую обеспечивают их маршрутизацию до конкретного рабочего места.
Такой опыт, безусловно, нужно масштабировать и всемирно помогать тем регионам, которые на деле заботятся о молодежи и о ее будущем. Мы видим высокую заинтересованность работодателей в быстром приобретении их сотрудниками новых знаний и навыков, востребованных на высокотехнологичных предприятиях и организациях. Решение этой задачи можно и нужно обеспечить, развивая дополнительное профессиональное образование. При этом подчеркну, что здесь необходима тщательная, грамотная перезагрузка всей системы. Надо уделять внимание развитию вузов, которые готовят кадры для ключевых сфер: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство, культура, здравоохранение. Обсуждать и готовить новые программы развития для таких вузов в тесной связке Миноборнауки с отраслевыми министерствами, профильными предприятиями и бизнесом. Уважаемые коллеги, мною обозначены далеко не все вопросы, их много, у нас много заявлено и выступающих. Главное – предлагать пути решения проблем, не просто называть проблемы, а пути решения предлагать. Я передаю слово председателю комиссии Госсовета Владиславу Валерьевичу Шапше. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания. Действительно, тема сегодняшнего Госсовета относится к числу стратегических для развития нашего государства. На демографическую ситуацию, на технологические изменения, структурные сдвиги в экономике важно ответить более эффективным использованием трудовых ресурсов. А для этого требуется целенаправленно развивать кадровый потенциал в точном соответствии с потребностями ключевых отраслей. Данные задачи находятся на постоянном фокусе внимания правительства страны, федерального собрания и регионов. И по вашей инициативе, Владимир Владимирович, в этом году дан старт новому национальному проекту «Кадры», призванному обеспечить кадровую поддержку экономического роста и технологической модернизации. В рамках подготовки к заседанию комиссия Госсовета по направлению кадры провела широкие консультации с федеральными министерствами, с отраслевыми объединениями, с научным сообществом, с другими комиссиями Государственного совета. И я хочу поблагодарить Алексея Геннадьевича Дюмина за поддержку в нашей работе. Ценный опыт своей наработки представил практически каждый регион. Я признателен коллегам за плодотворное сотрудничество, которое позволило нам глубоко и всесторонне проработать вопросы сегодняшней повестки. Совместными усилиями мы сформировали комплекс решений, который охватывает 3 временных горизонта. Краткосрочный период, в котором критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей. Отмечу, что соответствующие меры заложены в плане структурных изменений в экономике до 2030 года и находят полную поддержку регионов. Среднесрочный период, который требует фундаментальной перезагрузки систем среднего и высшего профессионального образования. И здесь наша цель – максимально сблизить запросы экономики с программами подготовки, обеспечить массовый и целенаправленный выпуск профессионалов, способных решать задачи национального развития. И долгосрочная перспектива, где, как вы справедливо отметили, Владимир Владимирович, предстоит обновить образовательные стандарты, сделав ставку на цифровую грамотность, на гибкие навыки, на культуру непрерывного обучения в течение всей жизни. В своем выступлении я сосредоточусь на ключевых предложениях, которые, по мнению рабочей группы, имеют первостепенное значение. 2 года назад на Петербургском международном экономическом форуме вы, уважаемый Владимир Владимирович, дали поручение разработать прогноз потребностей экономики в кадрах. Эта задача выполнена. Минтруд в прошлом году представил первый кадровый прогноз на 5 лет, в этом году расширил горизонт планирования до 7 лет, и документ сегодня позволяет ориентировать учебные заведения на подготовку востребованных в регионах специалистов. При поддержке Министерства просвещения объем и структура бюджетного приема в регионах теперь стыкуются с этим прогнозом. Например, у нас в Калужской области за последние 2 года набор в колледжи по техническим, педагогическим, медицинским, агропромышленным специальностям увеличился более чем на 500 мест. Отдельные регионы, такие как Томская область, осуществляют прогнозирование
в информационной системе, которая использует результат уже для моделирования сценариев социально-экономического развития территории. Для точного прогнозирования потребностей страны в специалистах мы предлагаем ежегодно формировать детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам и параллельно улучшать качество информации, которая поступает сегодня к нам от работодателей. Необходимо учитывать, что к 1932 году 2/3 в структуре кадрового спроса будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением. Система СПО уже активно перестраивается под этот запрос. Существенную роль в формировании будущих кадров играет ранняя профориентация школьников. В рамках проекта «Билет в будущее» почти четверть учащихся 6-11 классов охвачена экскурсиями на предприятия, встречами с специалистами, и крупные комплексные программы в этой сфере реализует правительство Москвы, например. Как вы отметили, Владимир Владимирович, сегодня свыше 60% учащихся выбирают свой путь после 9 класса и видят свое будущее в рабочих профессиях. Это востребованное и перспективное будущее. И именно этот запрос и потребности экономики легли в основу проекта «Профессионалитет», начатого по вашему поручению. Сегодня в 86 регионах более 500 образовательно-производственных кластеров создано, которые объединило 1500 колледжей и более 2500 предприятий-партнеров. К 2030 году к программе подключится еще около 4000 предприятий, и это позволит выполнить задачу подготовки миллиона квалифицированных специалистов для российских предприятий. Повысить осознанность выбора профессии абитуриентам помогает рейтинг образовательных организаций, разработанный Минтрудом по трудоустройству выпускников. И этот рейтинг сегодня охватил почти 5000 вузов и колледжей. И этот рейтинг обязательно нужно использовать в организации управления сетью образовательных учреждений, а для организаций с низкими показателями, как вы сказали, болота у нас здесь быть не должно, необходимо принять программы развития и реорганизации, чтобы помочь поднять им качество обучения. Примером успешной практики стало создание в Калужской области, в Нижегородской области федеральных технопарков профессионального образования. Эти учебные центры сегодня задают стандарт опережающей подготовки кадров для высокотехнологичной экономики. Престиж рабочих профессий повышает конкурс «Лучший по профессии». В этом году он собрал почти 2000 участников по 20 профессиям. Предлагаем отражать сведения о победах в таких конкурсах, в чемпионатах и в результатах демонстрационного экзамена непосредственно в дипломах выпускников СПО. Это очень важно для наших работодателей. Для успешного трудоустройства выпускников предлагается также обеспечить размещение их цифрового портфолио на платформе «Работа в России». Это позволит продемонстрировать работодателям весь спектр знаний, квалификации и достижений ребят. В 11 регионах проведен эксперимент по карьерному сопровождению и маршрутизации учащихся, который сегодня охватил сотни тысяч школьников, студентов и работодателей. В рамках маршрутизации более 143 тысяч студентов прошли оценку риска нетрудоустройства. Для 12% выпускников такая угроза была выявлена, но адресная работа центров занятости в большинстве случаев помогла им найти конкретное место работы. Регионы видят большой потенциал в масштабировании этого проекта на всю страну, при этом формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования. Предлагаем его организовать. Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства. И в рамках нацпроекта «Кадры» предлагаем создать подобные центры в каждом регионе России. Модернизированные кадровые центры «Работа России» стали эффективными партнерами бизнеса. После обновления скорость подбора персонала выросла почти на 11,5%, а время трудоустройства сократилось на 40%. В Пермском крае центры закрывают до трети потребностей реального сектора, а в Красноярском крае цифровой сервис «Кадры» для оборонно-промышленного комплекса с начала года помог трудоустроить более 5500 человек. Минтруд России организовал системное переобучение граждан по востребованным специальностям.
Это ключевой инструмент для адаптации кадров к новым реалиям, и наша задача со сторонами трехсторонней комиссии максимально эффективно использовать этот ресурс. И хочу отметить большую личную вовлеченность в решении этих вопросов Александра Николаевича Шохина. Спасибо. Отдельное внимание рабочая группа уделила вопросу поддержки профессиональной реализации участников специальной военной операции, возвращающихся домой. В этой связи заслуживает внимания опыт Тульской области, где создан единый стандарт поддержки со стороны работодателей при трудоустройстве участников СВО, а также внедрена система обратной связи по сопровождению трудоустроенных ветеранов. Челябинская область активно делится опытом, выстраивая партнерские связи, в том числе и с Донецкой Народной Республикой. Считаем целесообразным систематизировать и распространить лучшие региональные практики обучения и трудоустройства в качестве рекомендаций для всех субъектов Федерации и для работодателей. Развитие кадрового потенциала – это ключевое условие для реализации прорывных технологических проектов, для становления цифровой экономики, для внедрения искусственного интеллекта. Эту тему мы детально рассматривали на совместном заседании комиссии. Одним из таких проектов является Международный научно-образовательный центр ядерных и смежных технологий Обнинсктех. В Сарове я докладывал вам, Владимир Владимирович, о его создании. Образовательный кластер станет глобальным центром формирования компетенций для реализации проектов Росатома и в России, и за рубежом. И для всего мира это будет демонстрация открытости и лидерства России в этой сфере. Вы абсолютно верно акцентировали важность развития целевой подготовки кадров. Рабочая группа поддерживает необходимость повышения гибкости этого механизма и ответственности всех участников. И как одну из мер предлагает облегчить доступ к целевой подготовке кадров для бизнеса, который доказал свою социальную ответственность. Это позволит нам привлечь внебюджетные средства и повысит эффективность государственных расходов на образование. И также мы согласны с необходимостью инвентаризации программ дополнительного профессионального образования с целью их синхронизации с тенденциями рынка труда и стратегическими задачами развития страны. Уважаемые коллеги, у нас сегодня есть все инструменты для ответа на вызовы рынка труда. Следующая задача – их точная и выверенная сборка на уровне регионов для достижения цели технологического лидерства. В начале заседания вы, Владимир Владимирович, провели аналогию с космическим проектом, можно провести аналогию с ядерным проектом, которые однажды создали щит для нашей страны, но также и утвердили ее статус ведущей научно-технической державы. А сегодня мы формируем кадровый щит как основу национального технологического суверенитета. Уверен, что общими усилиями мы сделаем для этого все необходимое. Благодарю за внимание. Спасибо. Я, знаете, на что хотел обратить внимание? Вот губернатор сейчас говорил, руководитель группы Госсовета, и закончил тем, о чем я упомянул в своем выступлении. Ядерный проект, космический проект, ракетный. Государство сконцентрировало ресурсы тогда на конкретных направлениях. Создало вот эти закрытые города, туда специалистов подобрали, создали им условия для работы. В данной ситуации и при решении данного проблемы масштаб задачи совсем другой. Не удастся и неэффективно будет где-то кого-то собрать и обеспечить финансирование, обеспечить. Это нужно всем включиться, кто здесь сидит в эту работу. Понимаете, всем. Каждому на своем месте надо этим заняться. Иначе результата не будет общего. Вот в чем дело. Масштаб задачи другой совсем. Ну, давайте продолжим. Михаил Михайлович Котюков, пожалуйста, Красноярский край. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета, уважаемые коллеги, хотел бы в дополнение к докладу Владислава Валерьевича несколько акцентов на задачах подготовки кадров именно для вопросов технологического лидерства. Сегодня в национальных проектах уже определились первые российские высокотехнологичные продукты, которые должны появиться на рубеже до 2030 года. Это, конечно же, наши российские самолеты с российскими же двигателями. Новые атомные электростанции с реактором на быстрых нейтронах и малые станции. Кроме того, проекты по созданию
орбитальной спутниковой группировки, новых ракет-носителей, разгонных блоков, высокоскоростные российские электропоезда, отечественный танкер-газовоз высокого ледового класса, георадар и системы нейронавигации для автономного и беспилотного движения, а также продукты тонкой химии для различных технологических направлений и отраслей. Чтобы подготовить специалистов, которым предстоит сначала эти продукты ставить на конвейер, а затем уже делать их предметом обычных промышленных технологий, эксплуатировать, нужно радикально менять систему подготовки и постоянной переподготовки соответствующих кадров. Это коснется сегодня и сферы научных исследований, оптово-конструкторских работ, а также задач сервисного обслуживания, промышленной эксплуатации различных машин и оборудования. Мы понимаем, что для получения эффекта на рубеже до 2030 года сегодня работать нужно с теми, кто уже трудится на высокотехнологичных предприятиях, либо с теми, кто учится на программах старших курсов наших ведущих университетов. При этом лучший эффект можно получить за счет комбинированной модели использования базовой фундаментальной подготовки ведущих инженерных школ и тех программ дополнительной переподготовки, повышения квалификации, которые сегодня наработаны в корпоративных университетах и ресурсных центрах наших ведущих предприятий. Отличные примеры сегодня уже есть в системе Росатома, Роскосмоса, Ростеха, в организациях банковского сектора под началом Центробанка. Финтех показывает очень серьезные важные инструменты. Фактически это является тем опытом передовым, на который сегодня уже можно равняться всем остальным корпорациям. При этом считаю, что принципиально важно для этой задачи провести аудит всех программ дополнительного образования и переподготовки. Их огромное множество, и у них достаточно свободный сегодня режим разработки и реализации. Их нужно посмотреть, какие лучшие российские практики будут решать задачи именно технологического лидерства. При этом эти программы не могут быть раз и навсегда зафиксированы, они постоянно будут меняться вместе с изменением технологий, поэтому эта работа постоянной актуализации должна быть в повестке ежедневно. Очень важно для концентрации сегодня молодежи вокруг задач технологического лидерства интегрировать инструменты, которые разработаны в рамках государственной программы научно-технологического развития. Это и молодежные исследовательские лаборатории, это студенческие и конструкторские бюро, наши передовые инженерные школы. Вокруг задач технологического лидерства нужно сконцентрировать работу научных центров мирового уровня, а также программы создания научно-производственных объединений и развития кампусов университетов и академических организаций. Все это должно дать безусловный эффект на рубеже 2030 года. С тем, чтобы вопрос технологического лидерства и нового качества образования у нас стал базовым, что называется, процессом, нужно уже сейчас работать со школьниками, потому что сегодня инженеры будущего учатся где-то в средних классах наших школ. Сириус отработал прекрасные практики интеграции образования, технологий, науки, производства. Уверен, что для вовлечения в задачи технологического лидерства регионов нужно эти практики активно масштабировать по всей стране. Фактически школа должна давать базовые стартовые подготовки по математике, химии, физике, биологии, информатике, чтобы потом на эту базу уже могли укладываться профессиональные программы подготовки и переподготовки. Уважаемый Владимир Владимирович, в середине прошлого века в стране была существенно изменена программа преподавания математики в школах. Это дало свой значимый вклад и в атомный, и в космический, и в другие сектора развития отечественной экономики. С учетом масштабной цифровизации, с учетом развития технологий искусственного интеллекта, сегодня, наверное, назрел момент, когда нужно к этому вопросу еще раз подойти и актуализировать программы нашей базовой подготовки на всем этапе образовательных программ. Для того, чтобы команды могли готовиться со школьной скамьи и дальше включаться в вопросы технологической повестки, важно посмотреть на перечень наших школьных олимпиад. Прекрасные практики по олимпиадам, где мы отрабатываем индивидуальные навыки наших школьников. Есть примеры командных работ, когда именно команды школьников включаются в различные испытания. Вот такие примеры нужно, на мой взгляд, масштабировать и их ориентировать как раз на задачи технологического лидерства. В первую очередь говоря здесь о, конечно, программах по естественно-научным дисциплинам. Вместе с тем, для подготовки управленческих команд, кто сегодня будет обеспечивать достижение тех самых первых высокотехнологичных продуктов и расширение этой практики, предлагаем рассмотреть вопрос, включить в систему платформы «Россия – страна возможностей» специальную образовательную программу для команд лидеров системы технологического развития. Такие примеры есть в других отраслях, они себя очень неплохо зарекомендовали, и подключение платформы
РСВ из школы управления Сенеж, очевидно, здесь даст серьезный, хороший результат. И еще один немаловажный вопрос. Без него сложно говорить о существенном пересмотре образовательных программ для подготовки именно высококлассных специалистов. Конечно же, здесь нужно внимательно посмотреть на те нормативные затраты, которые мы будем закладывать в госзадания нашим университетам и компаниям. Здесь должны быть в этих нормативах и современные расходные материалы, и в программах развития ведущих университетов должны быть соответствующее оборудование, которое будет действительно позволять работать на самом переднем крае исследования, а зачастую даже уходить и за горизонт. Поэтому здесь с параметрами финансового обеспечения нужно дополнительно проработать, расставив соответствующие приоритеты. Уверен, что при такой скоординированной работе с задачами мы точно можем справиться, тем более опыт, как вы сказали, правильно есть. Сейчас важно его масштабировать действительно по всей стране. Спасибо большое. Благодарю вас. Андрей Юрьевич, пожалуйста, Московская. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить по теме кадров от Комиссии «Экономика данных». На площадке Госсовета мы вместе с правительством, с регионами, с коллегами обмениваемся разными цифровыми решениями, лучшими практиками, внедрением искусственного интеллекта и в свою работу, и в отрасли. Считаю это очень полезным и эффективным мероприятием. В 2022 году, Владимир Владимирович, на Совете по стратегическому развитию нацпроектам вы дали очень точную и важную установку. Широкая цифровизация, широкая цифровая трансформация должна пронизывать все отрасли и сферы жизни. Так по факту и происходит. Мы активно изучаем мировой опыт, и Эмираты, и Казахстан, и Китай, и Южная Корея. Видим, что по многим направлениям наша страна на достойном месте, а где-то в авангарде. У нас большое, 120 миллионов количество пользователей портала госуслуг, удобные банковские сервисы, удобные отраслевые платформы в образовании, «Моя школа», электронные медкарты, в транспорте. И даже в таком чувствительном вопросе, как помощь нашим героям в Фонде защитника Отечества, вместе с личной, персональной работой мы тоже используем и цифровую платформу, и наше МФЦ для того, чтобы предоставить, оказать услуги и ответить на все вопросы. На стратегической сессии при подготовке к Госсовету мы со всеми регионами, экспертами, членами правительства обсуждали, что можно сделать сегодня, горизонт 1-3 года, завтра 5-7 лет, ну и, как вы сказали, долгосрочная перспектива, будущее 10-15 лет. И у нас были такие предложения, которые я хотел сегодня озвучить. Сегодня в школе урок информатики у нас начинается с 7 класса. Хотя цифровой мир, игры, ролики в соцсетях начинается гораздо раньше, начинается в детском саду, но мы, посмотрев мировой опыт, все-таки считаем, что сегодня детям интересно, удобно, и самое главное, наша инфраструктура в школах готова с начальной школы, соответственно, преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность. Для этого есть партнеры, есть учебники, есть материал, это и Яндекс, и Сбер. Профильные министерства готовы такую возможность нам дать, и если бы вы одобрили и Подмосковье, я думаю, что и другие регионы могли бы начать эти интересные уроки уже с начальной школы. Вторая тема, о которой вы сказали в своем выступлении, это, конечно, касается профессионального образования. Наша задача, чтобы наши дети получили профессию, были востребованы на рынке труда. И среднесрочная перспектива касается подготовки квалифицированных кадров. Рабочие нужны, но также востребованы инженеры, специалисты по роботизации, кибербезопасности, центры обработки данных, искусственному интеллекту, логистики, цифровой аналитики, операторы станков. Все они в своих отраслях должны на профессиональном уровне работать с компьютером и соответствующим программным обеспечением. По опросу наших работодателей, мы опросили 500 компаний, всем это критически важно. Диплом тоже имеет значение, но навыки, в том числе работы с компьютером, очень важны. У нас есть система профессиональной подготовки,
6 из 10 девятиклассников сегодня выбирают колледж. Каждый год в Подмосковье выпускаются 23 тысячи ребят, которые готовы работать, и еще 7 тысяч также подготавливаются в рамках переподготовки. Это тоже очень востребованная практика при колледжах, которая позволяет еще 7 тысяч специалистов готовить. В подмосковных колледжах мы начали внедрять использование искусственного интеллекта в подготовке будущих специалистов. Например, сварщикам он помогает скорректировать траекторию качества сварного шва и настройки оборудования, сокращает брак. Для монтажников радиоэлектронной аппаратуры искусственный интеллект уже сегодня при его использовании выявляет дефекты и оптимальные способы. Для логистов анализирует спрос и все, что важно для работы на складских комплексах. И сегодня, конечно, огромный запрос на беспилотники и специалистов, все, что вокруг этого. И в гражданской сфере, и у Министерства обороны. Сегодня пилоты беспилотников, они, наверное, в каждой отрасли нужны гораздо заметно. И здесь мы тоже в партнерстве с Минпросвещения готовы совместно с предприятиями внедрять изменения в программы подготовки студентов и колледжей в части практического использования искусственного интеллекта. То, что вы в своем выступлении сказали, как реорганизация, постоянный поиск того, что делает ребят более подготовленными. И еще одна важная деталь в колледжах. Сегодня дети заканчивают колледж благодаря в том числе программе «Профессионалитет» в 16-17 лет. И мы с правительством, с Министерством труда внимательно смотрели на те профессии, которые не являются опасными и не являются вредными, дать ребятам возможность свободного трудоустройства в этих направлениях. Ну и в завершение долгосрочная перспектива. Сегодня до сих пор еще заметное количество физического труда, и, понятно, сегодня чаще всего это с помощью иностранной рабочей силы происходит. В этой связи мы считаем, очень важна трансформация отраслей. В своем указе вы поставили задачу войти в топ-25 стран по плотности роботизации. Сегодня мировой тренд – это замена физического труда роботами. Например, на логистических складах у нас трудятся десятки тысяч человек, на смену которым могут и уже приходят роботы-сортировщики, автоматизация, конвейеры. В ЖКХ датчики позволяют видеть работу систем и обходиться без обходчиков. У нас на каждой котельной, их 2700, 4 датчика, которые раньше мониторил человек, сегодня их мониторит искусственный интеллект. На все это также нужны специалисты. Беспилотные такси, общественный транспорт тоже требуют особого внимания. Очевидно, что если сейчас мы уже видим ускорение, оптимизацию работы с помощью искусственного интеллекта, роботов, то через 10-15 лет будет очень заметная трансформация. И очень важно, считаем, чтобы и на федеральном уровне, и наши региональные отраслевики все-таки задавали тон для того, чтобы как можно меньше было барьеров для использования всего передового, технологичного, как я уже и сказал, роботов или других современных решений. Спасибо за внимание. Спасибо большое за ваше предложение. Александр Николаевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Как вы справедливо отметили, Владимир Владимирович, изменения на рынке труда драматически ускоряются, ежегодно меняются количественные параметры спроса и предложения, и в целом по экономике, и по отраслям, профессиям, регионам. Перемены в содержании профессиональной деятельности становятся более динамичными и более глубокими. Под влиянием новых технологий происходит не только стремительная эволюция содержания существующих профессий, но и возникновение новых трудовых ролей на стыке разных профессий, даже такое понятие, как гибридные профессии, появляется. И это происходит в том числе за счет использования искусственного интеллекта, роботизации производства. Новый функционал, безусловно, требует серьезного внимания к непрерывному обновлению знаний и умений.
Обеспечение работников знаниями и умениями, то есть квалификацией, необходимой экономике, рынку труда, работодателям, как основе достижения технологического лидерства – это ключевая цель национальной системы квалификации. Национальный совет при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, созданный в соответствии с вашим указом, Владимир Владимирович, более 10 лет назад, он как раз и призван координировать деятельность органов государственной власти, объединений работодателей, профсоюзов, образовательных, научных организаций по решению этих задач. Я как раз выступаю от имени Национального совета. В основе перестройки системы образования лежит, как уже говорилось, надежный прогноз потребностей в кадрах в профессионально-квалификационном разрезе, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. В направлениях деятельности Национального совета предусмотрен мониторинг рынка труда в разрезе потребностей в квалификациях, которые осуществляют так называемые отраслевые советы по профквалификациям, которые действуют под эгидой Национального совета. Таких отраслевых советов уже 47. Предлагаю добавить к этому мониторингу полномочия по прогнозированию кадровой потребности в дополнение к тем инструментам, которые использует правительство и Минтруд в частности. Важные условия развития национальной системы квалификации – это дальнейшая цифровизация ее процессов и задач. Назрела потребность в создании цифровых сервисов, позволяющих предоставлять гражданам удобные услуги для построения карьерных траекторий и профессионального развития. Работодателям же она должна обеспечить доступ к сведениям о квалифицированных специалистах, образовательным организациям, инструмент для разработки программ с учетом профессиональных стандартов, органам власти, объективную информацию о динамике развития рынка труда и человеческих ресурсов в целом. Предлагаю рассмотреть возможность интеграции этих сервисов с уже имеющимися и динамично развивающимися цифровыми ресурсами, такими как порталы «Работа в России», профессиональные стандарты, реестр независимой оценки квалификации, государственные информационные системы, цифровая образовательная среда, данными Социального фонда России и базами данных Роструда и отраслевых министерств и регионов. Решение перечисленных задач должно, на мой взгляд, координироваться Национальным советом, для чего необходимо расширить его полномочия, внеся соответствующие изменения в положение, которое утверждается указом президента, ну и в части и прогнозирования потребностей экономики в кадрах, о чем я говорил, а также в части возможности выступать интегратором информационных сервисов национальной системы квалификации. Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности, приведенных в профессиональных стандартах и иных нормативных актах, явно завышены. Это обстоятельство создает барьеры для трудоустройства молодых людей, сдерживает вертикальную мобильность и карьерный рост работников. Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы. В последние годы, благодаря активной поддержке государства, созданы условия для повышения статуса наставничества и развития наставничества в стране. Ну, в частности, в Трудовом кодексе Российской Федерации появилась отдельная статья о наставничестве в сфере труда. Для дальнейшего развития наставничества предполагаем, что правительству совместно с РСПП, как объединению работодателей и Федерации независимых профсоюзов России, важно разработать рекомендации по формированию систем наставничества в организациях, в том числе в целях реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, ну и сформировать на основе этих рекомендаций предложения по возможному изменению нормативных правовых актов.
При этом, безусловно, о чем уже говорилось, особое внимание в рекомендациях должно быть уделено сопровождению трудоустройства, трудовой адаптации, социальному сопровождению, профессиональному развитию ветеранов специальной военной операции. В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» реализованы инструменты поддержки отдельных категорий граждан через профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Однако здесь соглашусь с прозвучавшей мыслью, что не все эти программы одинаково качественны и имеют экспертизу работодателей. В этой связи считаю, что правительству Российской Федерации совместно с Национальным советом необходимо проработать вопрос о применении независимой оценки квалификации для оценки качества и эффективности программ дополнительного профессионального образования и их соответствия потребностям экономики, технологического развития, рынка труда. Ну и, наконец, критически важным для обеспечения качества подготовки кадров является дальнейшего расширения практики участия работодателей в реализации образовательных программ как в вузах, так и организациях среднего профессионального образования и объективная оценка результатов выпускников этих программ со стороны как раз работодателей. Поэтому правильным, на наш взгляд, было бы внести ряд изменений в закон об образовании. Назову только два из этих изменений. Первое – это изменение подходов к определению кандидатов на целевое обучение и заказчиков целевого обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета всех уровней в пределах установленных квот, а также собственных средств системообразующих организаций. Я специально подчеркну, что речь идет о всех системообразующих организациях, как на федеральном, так и на региональном уровне. Сейчас у нас ограниченный доступ организаций к целевому обучению. Второе изменение – это установление независимой оценки квалификации в качестве одной из возможных форм проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего образования, как это уже предусмотрено для системы среднего профессионального образования в части демонстрационного экзамена. Сейчас уже, по-моему, порядка 40 университетов проводят эксперимент по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации. Очень важно сделать это массовым процедуру, поскольку она позволяет выпускнику бесшовно перейти из системы образования на рынок труда. В заключение еще раз хотел бы подтвердить, что Национальный совет по профессиональным квалификациям готов включиться в решение широкого круга задач, которые связаны с обеспечением экономики квалифицированными кадрами, как и в текущем плане, среднесрочной и долгосрочной перспективы. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Дмитрий Николаевич Чернышенко, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Спасибо коллегам, очень тщательно проработали на подготовке. Несколько буквально моментов. Первое. Вы в своем выступлении упомянули стратегию развития образования. По вашему поручению этот проект подготовлен. В октябре одобрен межведомственной рабочей группой, которую мы с Андреем Александровичем по вашему поручению возглавляем. И в проекте стратегии отражены вызовы для всей системы образования, о которых сегодня коллеги говорили, и я очень рад, что они корреспондируют между собой. Например, необходимость обеспечения кадров для технологического лидерства, устойчивой экономики, стремительное развитие цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта. В предложенном к заседанию проекте поручения есть и про необходимость доработки проекта стратегии в части приоритизации принципов непрерывного образования на протяжении всей жизни, а также пересмотра подходов к образовательным программам, методикам обучения в условиях ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта. С учетом того, что в проекте стратегии это уже отражено, а у нас главный инструмент реализации это будет план мероприятий по реализации стратегии, предлагаю зафиксировать это в сегодняшних решениях, и чтобы учесть именно в плане мероприятий, подробно там это пропишем. Второе, что касается системы среднего профессионального образования. В прогнозе Минтруда 65% замещающих кадровые потребности – это кадры с СПО как раз. Это именно сварщики, повара,
электромеханики, медицинские работники, учителя. Минпросвещение совместно с регионами проводит структуру подготовки кадров в соответствии с прогнозом рынка труда. И на сегодняшний день распределение бюджетных мест выглядит так. 56% приходится на технические профессии, примерно 10% это медицина, 8% сервис, туризм, 7% педагогика, что совпадает полностью с прогнозом. Вот распределение бюджетных мест на сельское хозяйство 7% не полностью закрывает потребность. У нас в прогнозе 8,5%. Именно поэтому на следующий год ставится задача Минпросвещения совместно с регионами по увеличению бюджетных мест, вот там, где есть как раз дефицит, в частности на сельское хозяйство, в соответствии с прогнозом рынка труда. Поэтому обращаемся к присутствующим главам субъектов. Не во всех регионах динамика увеличения бюджетных мест учитывает рост желающих поступать в СПО. У нас есть регионы-лидеры, такие как Москва, например, на 22 тысячи увеличили, Московская область на 6 тысяч, Тюменская на 1,6 и так далее. Но не все молодцы. А также не все регионы синхронизировали контрольные цифры приема с кадровым прогнозом Минтруда. И Владислав Валерьевич сегодня говорил про проект «Профессионалитет», который является сейчас признанным флагманом изменений в системе СПО, про 506 кластеров он сказал. Я бы добавил, что под запросы работодателей введены новые профессии, в том числе специалист по работе с искусственным интеллектом или учитель, например, основ безопасности и защиты Родины, специалист по промышленному дизайну и другие. Также по вашему поручению, Владимир Владимирович, прорабатываем вопрос особого порядка прохождения службы в армии тех, кто выпускается из колледжей после профессионалитета. Речь идет о том, чтобы открывать специальные научно-производственные роты. Также важно чемпионатное движение, которое помогает находить студентам своего работодателя еще в период обучения. Чемпионаты в текущем году нарастили обороты и объединили уже 1 миллион участников. Это и чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде, и профессионалы в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Чемпионат для людей с инвалидностью Обилимпикс. Этим летом по инициативе Татарстана в Казани впервые провели чемпионаты для ветеранов СВО. Очень хороший отклик. Про бойцов СВО отдельно ставим задачу со следующего года расширить возможность использования ресурсов колледжей для их ускоренной переподготовки. Владимир Владимирович, коллеги, хочу отметить значительное позитивное изменение отношения наших граждан вообще в целом к системе СПО. Мы это видим и в повышении престижа рабочих профессий. По данным ВЦИОМа, 72% россиян считают труд рабочего престижным. И росте числа ребят после средней и старшей школы, которые выбирают поступление именно в колледжи. Сегодня число выпускников 9 классов, которые выбрали поступать в колледж, 63%. Для сравнения, в 2018 году было 48% всего. В 11 классах 12%. И здесь очень важная такая информация. Я знаю, что представитель правительства с вами обсуждал. И недавно Владимир Владимирович, когда с Сергеем Семеновичем они посещали Технополис Москвы, это специальное профессиональное образование, ничуть не хуже вариантов высшего образования, а по оснащению точно выше. Тогда Михаил Владимирович сказал, что когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен, поскольку специальное профессиональное образование, оно ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования, это такая базовая мощная специальность. Это также обсуждали на расширенном заседании комиссии Госсовета, которое по кадрам проходило. Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием. Это потребует, конечно, определенных нормативных изменений, но будет отражать реальное значение этого уровня образования и его ключевое значение для обеспечения национальной цели, которую вы нам ставите по технологическому лидерству. Третье, о чем хотел сказать, в части высшего и дополнительного профессионального образования. Более 70% бюджетных мест распределено именно в региональные вузы. И в соответствии с вашим поручением мы не только опираемся на кадровый прогноз при планировании контрольных цифр приема, но и формируем новый механизм прямого государственного заказа на кадры. Это упростит процедуру и при этом увеличит ответственность университетов не только за количество, но и за качество подготовки специалистов.
При этом механизм целевого обучения, на который мы серьезно рассчитываем, пока не стал комплексным инструментом решения кадровых задач, ну, за исключением отрасли здравоохранения. Здесь я поддержу предложение по дальнейшему развитию целевого обучения, о которых Владислав Валерьевич говорил. Также важно стимулировать работодателей, заказчиков обучения, предоставлять реальные меры материальной поддержки студентам-целикам. Здесь важно учитывать участие регионов. Есть очень такой яркий пример, на который мы все время опираемся. Например, в Смоленской области, где системно выстроена работа по оказанию мер поддержки целевикам. Это ежемесячные выплаты до 30 тысяч рублей, оплата первоначального взноса по ипотеке, обеспечение служебным жильем. Было бы здорово это масштабировать. В части ДПО это инструмент оперативной адаптации экономики к изменениям, который позволяет быстро переподготавливать специалистов под новые задачи, как вы нам сегодня обозначили. Но сегодня он нуждается в донастройке с учетом кадрового прогноза, задач по техлидерству. И здесь я поддерживаю Михаила Михайловича Котюкова, который упомянул необходимость проведения аудита системы ДПО и формирования базы лучших практик. Такая практика действительно есть. И также поддержу его тезис о необходимости при новом отборе в 2026 году передовых инженерных школ. Вы нам поручили их еще 50 до 30 года сделать. О студенческих конструкторских бюро, молодежных лабораторий и других наших инструментов, именно держать фокус на задачах техлидерства, связки с нацпроектом технологического лидерства. У нас в каждом нацпроекте есть федеральный проект, связанный с кадрами. Миноборнауки готовит запуск инструментов в этой поддержке. И в заключение, Владислав Валерьевич сказал по принятию управленческих решений в отношении наших вузов и колледжей на основе рейтинга по трудоустройству и зарплате выпускников. И вы об этом тоже сказали. Тут важно оказать поддержку образовательным организациям. Многие из них являются единственными в регионе. Вот те, которые попадут в те самые 100, на которые нужно будет обратить внимание, индивидуальные программы развития. Вот с точки зрения реорганизации бывает так, что они единственные в регионе. И в рейтинге в разделе, например, высшее образование, образование педагогической науки, бакалавриат, специалитет Томский, Ивановский, Крымский, Южноуральский и другие университеты, которые сейчас находятся в конце рейтинга, очевидно, что их реорганизовать нельзя. И я бы здесь как крайнюю меру это бы рассматривал. Конечно, индивидуальные программы развития и анализ, почему это произошло, потому что иногда бывает соревноваться с зарплатами выпускников педагогических специальностей и нефтяных, наверное, не очень корректно их сравнивать. Конечно, будут выигрывать нефтяные. И это не проблема самих выпускников. Поэтому мы будем через программы развития вместе с руководителями регионов помогать развитию не только самих организаций, но и тех направлений, где как раз проседают эти показатели по трудоустройству и по зарплатам. Я думаю, тут проблема, скорее всего, именно в зарплатах бывает. Вы по итогам МЭФ этого года поручали совместно с регионами на системной основе учитывать результаты рейтингов при оценке образовательных организаций. И, конечно, вот рейтинг по трудоустройству, он всего из 2 параметров состоит. Мы его берем для оценки комплексного рейтинга вузов. Такая работа ведется, и мы буквально в следующем году вам представим рейтинги и для высшего образования, и для системы СПО. А также сегодня Андрей Юрьевич говорил про цифровизацию. При этом в этом году Минцифры запустила на ЕПГУ цифровое портфолио учащегося. Это часть большого проекта по формированию единого цифрового профиля молодого человека, куда будут подтягиваться данные, в том числе об его успехах и в учебе, и трудоустройстве, участии в олимпиадах, волонтерской деятельности, спортивных мероприятиях. Такая полноценная оценка будет. В этих проектах также задействован Минтруд, уже согласована архитектура взаимодействия различных информационных систем, чтобы не было дублирования, двойного ввода этих данных. Мы здесь с Дмитрием Юрьевичем синхронизированы и работаем, а данные из цифрового профиля будут использованы в том числе и для ранней профориентации, в том числе с использованием искусственного интеллекта для более точного подбора и работодателя, и дальнейшего сопровождения карьерного трека молодого человека. Спасибо большое. Что касается рейтингов, уровня заработной платы и так далее, конечно, нужно смотреть по отраслям и по регионам. Внимательно, разумеется, согласен. Татьяна Алексеевна, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить комиссии Государственного совета Алексея Геннадьевича и Максима Станиславовича за совместную работу по подготовке заседания, поскольку данная тема носит надотраслевой характер. И прежде чем перейти к каким-то вещам, о которых я хотела сказать, я хотела обозначить, что несмотря на рекордно высокие уровни занятости в основных возрастных категориях, мы видим, что в 7-летнем горизонте, на который мы сейчас формируем прогноз, экономика России все равно будет испытывать потребность в кадрах. В 2023 году на заседании Президиума Государственного совета вы дали поручение, и мы впервые сформировали в прошлом году 5-летний прогноз потребностей в трудовых ресурсах. Сейчас, в этом году, мы уже завершаем работу в рамках 7-летнего прогноза. Что мы видим в рамках этого прогноза к 2032 году? Потребность в кадрах увеличится на 500 000 человек ориентировочно. И, что самое главное, 11,5 миллионов необходимо будет заместить в связи с выходом наших граждан на трудовую пенсию. И это очень серьезные цифры, над которыми нам, собственно, и предстоит работать. Но хочу сказать, что вот такие оценки, о которых я сейчас сказала, они базируются на прогнозе социально-экономического развития, которые мы имеем на сегодняшний день, включая оценки по производительности труда, которые на сегодняшний день достаточно серьезно дифференцированы по отраслям. Я чуть позже об этом скажу. Мы также по различным направлениям ведем работу по вовлечению в занятость, ориентируясь на те трудовые ресурсы, которые живут и работают в нашей стране. И в этом контексте хотела бы остановиться на нескольких, как мне кажется, важных пунктах, постараюсь не повторяться с коллегами. Первое. Правительством утвержден план по обелению экономики, мы его вам докладывали, и в рамках этого плана предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиление ответственности работодателей, а также установление показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени. По нашим оценкам, исключая самозанятых, мы сегодня не досчитываемся 5,3 миллиона человек, которые заняты в тени. У всех регионов на сегодняшний день есть свои планы. Еженедельно я провожу рабочую группу по снижению напряженности на рынке труда, и все вопросы, которые касаются рынка труда, реализации национального проекта «Кадры», мы рассматриваем на этой рабочей группе с участием регионов и полномочных представителей президента. Что касается дополнительных критериев трудовых отношений, то, безусловно, это предмет рассмотрения Российской трехсторонней комиссии, и завтра мы планируем на заседании это смотреть. Теперь то, что касается замещающей потребности, о которой я сказала, и которая составляет 11,5 миллионов человек до 1932 года. Самая большая потребность формируется в следующих отраслях. Это обрабатывающая промышленность, 1,7 миллиона человек, транспортная и логистическая сферы, 925 тысяч человек, строительство, 670 тысяч человек. И что интересно на самом деле, еще и торговля, работодатели, которые работают в сфере торговли, к 1932 году заявляют 980 тысяч человек. При этом очевидно, что такая потребность не нужна, потому что никак не учитываются фактор производительности труда, фактор искусственного интеллекта и всех тех технологий, которые на этом горизонте, даже на более коротком, чем 1932 год, должны появляться и работать. Но что мы видим на сегодняшний день, когда формируем прогноз? К сожалению, и пользуясь тем, что сегодня здесь присутствуют регионы и крупнейшие наши компании, и Российский союз промышленников и предпринимателей, и другие деловые объединения, я просто хочу сказать, что на сегодняшний день
у отраслей нет оценок того, с какой скоростью и в какие отрасли в первую очередь должны проникать новые технологии. А мы должны это учитывать в показателях производительности труда. И мы считаем, что просто это необходимо сделать для подготовки стратегии кадрового обеспечения экономики до 2036 года. В том числе эта работа должна быть проведена и на уровне регионов. Без таких оценок, увязанных с возможностью привлечения инвестиций, окончательно определить потребность в трудовых ресурсах будет очень сложно. Третье. Кадровая потребность, о которой я сказала, она включает в себя и запрос предприятий технологического лидерства. Мы сейчас запустили новый механизм по работе с кадровым запросом как раз предприятия техлида. Вот в 8 национальных проектов мы охватываем 481 предприятие, которые представили свои потребности в подготовке кадров по отраслям технологического лидерства. Но тут есть тоже определенная сложность. Внутри самих организаций с разделением персонала на техлид и не техлид невозможно ничего сделать, потому что это один и тот же персонал, и разделять его так невозможно. Второе. К сожалению, мы видим, что кадровые подразделения даже крупнейших предприятий испытывают огромные сложности с прогнозированием на 7 лет. Но если мы не будем прогнозировать на эту перспективу, а это как раз и есть самый длинный период обучения в высшем образовании, то мы не сможем отреагировать на те вызовы, которые сегодня есть на рынке труда. Но, тем не менее, мы перед собой поставили задачу и планируем, что в апреле мы представим как и обновленный прогноз на 7 лет, так и ту часть, которая касается обеспечения кадрами отраслей технологического лидерства. Как уже сегодня было отмечено, сегодня формируется в рамках национальных проектов техлида перечень высокотехнологичных продуктов, которые должны быть произведены или получены, как угодно, до 30 года. Очевидно, что за каждым продуктом стоят компетенции по направлениям, по которым необходима подготовка кадров. И нам здесь очень важно, чтобы предприятия и отраслевые ведомства как можно быстрее эту потребность определили. Следующее. Независимо от наших действий, это уже тоже сегодня отмечалось, рынок труда преобразуется, появляются новые профессии и новое содержание труда и в профессиях, и в квалификациях, и в компетенциях. И этот процесс, конечно, будет влиять на структуру занятости не только в отраслевом, но и в профессионально-квалификационном разрезе. Александр Николаевич говорил о возможностях Национального совета по профессиональным квалификациям. Мы совсем недавно эту тему обсуждали, но хотела бы просить, и коллеги об этом хорошо знают, мы должны очень гибко реагировать на профессии, на появление профессий, которые появляются на рынке труда, формируя под это соответствующие профессиональные стандарты. Подходы у нас есть, но без использования искусственного интеллекта мы, к сожалению, здесь никуда не двинемся, поскольку он здесь достаточно серьезно ускоряет все процедуры. Александр Николаевич говорил о том, что нужно наделить Национальный совет по профессиональным квалификациям возможностью разработки прогноза. Я все-таки считаю, что прогноз должен быть один, не должно быть несколько прогнозов. Другое дело, что в тот прогноз, который мы формируем как правительство, должна входить информация всех тех, кто заинтересован в этом. Сегодня мы очень широко охватываем уже работодателей, и тот прогноз, который мы формируем, цифры из которого я называю, он широко охватывает весь рынок труда, который сегодня есть в Российской Федерации. Поэтому я бы все-таки предлагала иметь единый прогноз, но с подключением всех экспертов и всех участников к его формированию, собственно, так, как мы это и делаем. Каким на сегодняшний день, уважаемые коллеги, трудовым потенциалом мы обладаем? Хочу сказать следующее, что на горизонте до 30 года численность ребят в возрасте 15-19 лет у нас с вами прирастет на 1,7 миллиона человек. Это очень хорошие цифры, потому что на рынок труда выходят ребята, которые рождались на высоком демографическом прогнозе. И наша задача сейчас – обеспечить их профессиональную востребованность. Вот это самое главное. Поэтому
Сегодня уже об этом говорили, что требуется изменение структуры подготовки и что 2/3 замещающие потребности – это специалисты со средним специальным профессиональным образованием. В первую очередь это квалифицированные рабочие и операторы оборудования для производственных секторов экономики. Но чтобы ребята поступали на востребованные в будущем специальности, нужна донастройка системы профориентации со школы. Сегодня уже говорили, что мы в этом направлении делаем, Владислав Валерьевич об этом упоминал, но донастройка должна заключаться в более плотном вовлечении работодателей, подключении кадровых центров, применении цифровых технологий для координации усилий тех, кто этим занимается, в том числе тиражирование, как уже было сказано, успешного опыта. И также сегодня уже говорилось о создании единой цифровой среды для организации и проведения работодателями профориентации, разработки профессионального карьерного портфолио студента. Мы эту работу, Владимир Владимирович, уже делаем. И сейчас на базе того, что нам удалось сделать, начиная с 2023 года и в первый год реализации нацпроекта «Кадры», мы готовы подготовить соответствующие поправки в законодательство. Делаем это с коллегами на работе в России. Вы сегодня во вступительном слове говорили об уровне безработицы. Действительно, он исторически низкий, но в возрасте молодых людей 15-24 года, 15-24, не 15-30, а 15-24, несмотря на то, что безработица снизилась более чем в 2 раза, все равно по методологии Международной организации труда она составляет 8,3%. Почему я сейчас говорю об этих цифрах? Работодатели заявляют спрос на кадры со средним специальным образованием. И прогноз это подтверждает. Но это спрос на конкретные профессии и специальности, и мы ориентируем на эти специальности ребят при поступлении в колледжи. Таких сейчас, как уже была названа цифра, 62,5%. Мы для этого создаем условия, но самое главное другое. Мы не просто их должны перемещать в профессионально-технические учебные заведения, мы должны понимать, они очень молодые, мы должны понимать их будущую профессиональную траекторию. Что я имею в виду? Сегодня средний балл аттестата девятиклассников колеблется от 3,7 до 4,2 балла, в зависимости от того, где учатся, как заканчивают и так далее. Большая часть этих ребят сдает государственную итоговую аттестацию по 4 экзаменам. Но есть и те, которые сдают 2 экзамена. Это осуществляется в рамках законодательства. В этом году это осуществлялось по 3 регионам Российской Федерации. Со следующего года это будет осуществляться по 12 регионам. Что хочу сказать. 3 региона это не было еще так много, но в 2026 году у нас будет 1 700 000 выпускников-девятиклассников. А вот эти 12 регионов, где мы разрешили сдавать 2 экзамена, там будет выходить 426 000. Это 26% выпускников 9 класса. И мы все, с учетом тех вызовов, которые есть на рынке труда, с учетом того, что это молодые люди, девятиклассники, с учетом того, что им еще в армии служить, мы очень четко должны подумать над их будущей профессиональной траекторией. И что здесь важно? С одной стороны, мы решаем проблему рынка труда, закрываем бюджетные места по рабочим профессиям, с другой, мы не должны допустить снижения качества образования и мотивации к углубленному изучению иных базовых дисциплин. Почему я об этом говорю? Потому что главным критерием в условиях меняющейся экономики, о которой мы все говорим, должна считаться все-таки функциональная грамотность. Потому что нужна способность понимать и анализировать сложные тесты, критически осмысливать информацию и использовать знания на практике, ориентируясь на обратную связь с обучающимися и их мотивацию. И мне кажется, что это очень важно, потому что если мы это упустим, то в будущем это вклад и в рост валового внутреннего продукта, а с учетом того, что мы должны обеспечить технологическое лидерство,
через технологическое лидерство для этих ребят это еще и формирование патриотизма и чувство гордости за собственную страну, потому что мы это смогли. Смогли выпустить самолеты, смогли сделать корабли и так далее. Это такая очень сложная, но серьезная профориентационная траектория. И, наконец, еще одна тема, которая сегодня упоминалась, но я бы хотела сказать, что мы делаем, в том числе по линии Министерства труда и ряда других ведомств, по предупреждению структурной безработицы в условиях технологического обновления в части профессиональной переподготовки. Сегодня мы фиксируем, что доля вовлеченных в дополнительное профессиональное образование в России составляет 26,5% в возрасте от 25 до 65 лет. Если мы начнем говорить о возрасте 50 и выше, то этот показатель будет более низким. При этом мы понимаем, что нам есть к чему стремиться, поскольку мир в этой части нас опережает, как раз реагируя на те вызовы технологического лидерства, которые перед миром стоят. Что сейчас делаем? Помимо того, о чем говорили коллеги относительно инвентаризации этих программ, впервые в этом году, в 2025-м, мы сформировали перечень из 360 профессий, по которым должна идти переподготовка кадров. Порядка 120 тысяч мы в этом году переподготовили. Среди этой категории есть и ребята, участники специальной военной операции. Мы в 2025 году изучили запрос их и сформировали на 2026 год новые приоритеты. Это 213 приоритетных специальностей, из которых 27 исключительно по просьбам участников специальной военной операции готовить будем бесплатно за счет средств федерального бюджета. И чтобы они могли успешно адаптироваться на рабочих местах, совместно с РСПП, совместно с работодателями, объединениями и профсоюзами подготовим отдельные рекомендации по сопровождению трудоустройства и профессиональному развитию участников специальной военной операции, в том числе те, которые имеют ограничения по здоровью. Завершая, Владимир Владимирович, хочу сказать, что рынок труда – это живой организм и, конечно, удаленная работа, цифровизация, искусственный интеллект, новые профессии, технологии – это все уже норма жизни, это все уже происходит, с одной стороны, и с нами, и без нас. Но мы должны быстро на это реагировать и адаптироваться, потому что у нас есть очень короткий период, который идет на росте молодых людей, выходящих в большую жизнь, потому что мы имеем сейчас растущий тренд демографии по обеспечению кадрами отраслей Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое. Я называл только не 15-30, а 15-34 возраста. Но это не важно, потому что там тренды немножко другие, вы знаете, по возрастам. Но не важно. А в целом согласен с вами. Значит, хочу сейчас предоставить слово коллегам, членам нашего совета, Госсовета. Но у меня огромная просьба. В стране, конечно, много вопросов, проблем. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсуждать вопросы подготовки кадров. И прошу вас придерживаться именно темы нашего сегодняшнего совещания. Пожалуйста, кто хотел бы высказаться? Геннадий Андреевич, прошу вас. Уважаемый Государственный совет, Владимир Владимирович, тема действительно самая главная и исключительно актуальная. Хочу прежде всего поблагодарить всех выступающих докладчиков за очень качественную подготовку материалов, которые ляжут в программу «Страны будущего». Владимир Владимирович, вы за последнюю неделю, похоже, нам всем показали пример общения со страной. Прямая линия, 4,5 часа, 3 миллиона вопросов. Там вам задали очень сложный вопрос, как видится будущее. Мне очень понравилось, что вы начали с того, что будущее общество – это общество высокообразованных и культурных людей. Вот здесь сидит штаб государственный, действительно самых подготовленных людей, от которого зависит будущее. Я не забуду доклад академика Легасова высшему руководству СССР, когда его спросили, в чем главная причина Чернобыльской аварии.
он задумался и сказал, главная причина заключается в том, что те, кто управлял станцией, опирались не на Толстого и Достоевского, а таких же технократовых, как они сами. Их нравственно-культурный уровень не соответствовал сложности управляемого объекта. Мы все видим, что весь объект по имени планета Земля сейчас находится в тяжелом системном кризисе. И мне думается, что главное противоречие эпохи в том, что проблемы нарастают быстрее, чем уровень подготовки кадров и решения этих проблем. Я уверен, что мы преодолеем, но обратил внимание, что когда собрались самые лобастые в мире, они определили 3 главные угрозы в настоящее время. Первое – это война, а война русскому миру может быть только выиграна. Поэтому я благодарю президента как верховного главнокомандующего. Он максимально делает для этой победы в чрезвычайно сложных условиях. И наша команда все делает, чтобы максимально помочь. Мы только в Новороссию отправили 149 конвоев, 30 тысяч тонн. Всего, что просили ребята на фронте, на передовой, просили тех, кто попал в трудные условия. Благодарим вас, Владимир Владимирович, в вашем доме и здравнице отдыха Снегири. Мы оздоровили 25 тысяч детей. Они прошли полную социальную реабилитацию и показывают пример уже самого дружественного к нам отношения. Мы продолжаем эту очень важную работу. Вторая проблема – экологическая катастрофа. Она очевидна. Вот недавно председатель Думы Володин внес вопрос о защите Байкала. Это было рассмотрено с участием всех ведущих академиков и специалистов. В свое время, когда мы у вас рассматривали эту проблему, вы поручили подготовить комплексную программу защиты Байкала, прежде всего руководству Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Мне кажется, мы все созрели для решения этой проблемы, потому что в Байкале сосредоточена 5-я часть мировых запасов чистой пресной воды, а сегодня каждому второму на планете не достается по стакану чистой воды и куску свежего хлеба. Мы готовы очень активно поработать в этом плане, и у фракции есть большой потенциал. И третья проблема – неурегулируемый искусственный интеллект. Вы недавно провели блестящую встречу по этой теме. Я и как математик, философ ей давно занимаюсь. И откровенно вам скажу, что если мы опоздаем, то это будет то оружие, которое превзойдет все имеющее на планете. Потому что если люди неразвитые и морально нечистоплотные получат в руки это оружие, это будет похлеще гитлеровского рейха и его концлагерей. Поэтому подготовка кадров всех уровней здесь приобретает исключительно большое значение. 2 слова об истории этого вопроса. Вы любите эту тему. Я вот недавно был великолепный сериал про Петра Первого. Показан царь и государь, великий подвижник, труженик и так далее. Но он начинал с табели о рангах. На 1-м месте были военные, на 2-м статские, на 3-м придворные. И любой, в том числе самый именитый, обязан служить Родине. Поэтому надо сейчас всех призвать, у кого и много накопилось, чтобы они вложились в общую победу, и Родина их поблагодарит. Столыпин, когда увидел, почему продули русско-японскую войну с позором потери полсахалина и Курильских островов, он понял, что в армии каждый второй не умеет читать, и внес сразу закон о начальном образовании в России. Не поддержали. Поддержали, когда уже и Первую мировую продули. Ленинско-сталинская модернизация началась прежде всего с образования и науки. Еще шла гражданская война, 30 ведущих институтов было создано. А в 1943-м, после того, как расколотили фашистов на Орловско-Курской дуге у меня на родине, были созданы ремесленные, фабрично-заводские, суворовские, нахимовские. Выросла такая плеяда подвижников, которые дали великолепный результат. Вот мы с вами все боролись против ЭГ-баллонки. К сожалению, еще ее не истребили. Нам надо усилить, удвоить эту работу, потому что дети должны получить
блестящее образование. Наше правительство повернулось в эту сторону, но, к сожалению, надо решать это быстрее. Вы поручили учебники по истории, подготовили, это качественно другая уже работа, и подготовка людей, это растут уже более профессиональные и патриотичные люди. Но патриотизм начинается прежде всего с любви к народу, к детям, старикам, женщинам, своей истории. Вот мы вместе с Алферовым, Мельниковым, Кашиным, Смолиным, Савицкой, Сталиной, Афониным, Новиковым и другими подготовили закон образования для всех. Если его приняли бы, мы бы сейчас не страдали. К сожалению, пришлось опять обращаться к президенту, опять поправлять, но он лежит на столе у Совета Федерации, и я бы ее принял, потому что у вас на родине мы реализовали один из проектов, когда создали университет, в котором самые талантливые математики, самые лучшие методики, самые современные технологии. Алферов нам оставил этот памятник. Если его реализовать, мы получим прорыв такой в технологиях, который другим и не снился. У нас для этого есть все необходимое. Ну и хотел поблагодарить Собянина, Миниханова и Беглова. Они основали очень хорошую школу подготовки профессиональных кадров. Недавно Володин вывозил руководство Думы. Блестящая школа, блестящая просто. Все лучшее собрали, и кадры, и методики, и станки, и оборудование, разработку. Если мы быстренько это двинем, у Миниханова классная профориентация, а у Беглова на Кировском заводе средний возраст 35 лет, и все имеют высшее техническое или специальное образование. Это люди будущего, которые нам решат. Ну и хотел бы поздравить и похвалиться. У меня Орловщина, родная Нина Черноземах, вырастила лучший в мире урожай. Пшеницы 185 центнеров с гектара. Лучший сорт-чемпион в Европе дал 180, они выращивали 30 лет. Правда, в советское время за этот урожай губернатору минимум орден дали. Я не знаю, как вы там посмотрите, но я бы распространил эту методику, и мы бы удвоили производство зерна. Это дороже всего остального. И у нас очень важные подвижки есть и в Ульяновске, вы тогда нашим доверили. Средние темпы развития производства там выше мировых, а в Хакасии мы впервые почти по метру квадратному произвели на жителей настройки. Так что в этом отношении есть результаты. Ну и наша команда КПРФ, вот Васильев и Миронов сидят, завидуют, стала абсолютным чемпионом по мини-футболу. Вы поддержали нас, этот первый проект. Мы выиграли все, в том числе недавно обыграли Норильский никель. Это самая богатая команда. Вот. И наши шахматисты стали абсолютными чемпионами страны и Азии. Так что наши кадры показывают пример, что можно успешно трудиться. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я попрошу министра сельского хозяйства Оксану Николаевну, представьте, пожалуйста, действительно госнаградам тех, кто отработал на селе, нашим селянам, не только в Орловской, конечно, губернии, но и в других, в отрасли в целом. Хорошо? Спасибо большое. Сергей Михайлович, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем очень стратегически важный вопрос для нашей страны. Но мы помним, что кадры решают все, но от того, какие это будут кадры, конечно, зависит будущее нашей страны. В этой связи я хотел бы начать с одной очень важной темы, а именно удержание специалистов в оборонно-промышленном комплексе. Мы из истории хорошо помним, что очень часто прорывные технологии, которые потом использовались в мирных целях, были разработаны со стороны необходимости оборонять нашу страну. Сегодня российская промышленность перестроилась. На задачи специальной военной операции предприятия работают в высоком темпе, и более того, мы это видим вклад уже в макроэкономике, военная экономика стала одним из факторов, поддерживающих динамику внутреннего валового продукта. Но вот что принципиально важно для кадровой подготовки. Этот потенциал нельзя потерять после завершения специальной военной операции. Уверен, она завершится с решением всех тех задач, которые вы, Владимир Владимирович, ставили, и будет победа за нами.
Но кадровое обеспечение оборонных производств – это часть этой задачи. Но надо думать на шаг вперед. Сохранить людей, сохранить коллективы, сохранить технологические цепочки и, главное, знания. Завтра потребуется грамотное перепрофилирование части мощностей под гражданские цели. И сделать это можно только тогда, когда кадры остаются в отрасли и передают компетенции новым поколениям. Поэтому нужны решения, которые укрепляют уважение к труду в оборонно-промышленном комплексе и удерживают специалистов. Ну и думаю, что один из таких шагов, возможно, установить особую меру признания для работников ОПК, рассмотреть возможность присвоения им статуса и льгот, сопоставимых со званием ветерана труда, как знак государственного уважения к людям, которым своим трудом обеспечит безопасность страны и экономическую устойчивость. Ну, вы уже неоднократно говорили, главный резерв системы управления нашей страны – это ветераны специальной военной операции. Именно их необходимо подготовить для занятия ключевых административных должностей. Они в будущей элита в государственном и частном секторе. Уже сегодня говорилось о низкой безработице, 2,2%, это около 1,7 миллионов человек. Но вот в чем парадокс. Эти цифры сами по себе не означают устойчивости. В действительности этих 2 миллионов человек не хватает на самых базовых профессиях. У нас дефицит учителей, у нас дефицит врачей и полицейских. И здесь необходимо тоже думать. Я подробно не буду говорить, но совершенно уверен, что достойная зарплата медикам и подготовка кадров просто необходима. Сегодня, к сожалению, мы видим, выпускники медицинских учреждений не идут в государственные структуры, идут в частные клиники со всеми вытекающими последствиями. Не могу не сказать по школе, потому что ценность труда, ответственность перед обществом, привычка постоянно учиться формируется в детстве через авторитет учителя и качество образования. Но сегодня престиж учителя, к сожалению, снижается. И не могу не сказать о том, что реформа зарплат учителей практически начинает саботироваться, даже не начавшись. Но было заявлено, что будет 70% зарплаты фиксированная базовая ставка, 30% стимулирующие выплаты. Вот здесь мои коллеги сидят, учителя пишут очень просто. На 2000 повысили оклад и срезали все. Проверка тетрадей бесплатно, заведование кабинетом бесплатно, все, что касается каких-то выслуг легких категорий, тоже ничего. Ну и не могу не сказать, в Москве зарплата учителя 90 тысяч рублей, а в Красноярске 23-24 тысячи. И, конечно, это сказывается на нехватке. Ну и не могу не сказать о безопасности. Сегодня кадровый некомплект в МВД превышает 170 тысяч человек. Часть сотрудников ушла добровольцами на СВО, нагрузка на оставшихся выросла кратно. При этом самый болезненный провал на низовом уровне – участковые, ППС, оперативные подразделения. Но и здесь, конечно, тоже нужно делать достойную зарплату и делать престижной и конкурентоспособной эту специальность. Не могу не сказать сегодня здесь говорилось абсолютно правильно, о системе среднего профессионального образования. Колледжи сегодня – это уже не второй выбор для школьников. Это один из главных каналов подготовки кадров для экономики. Цифры это подтверждают. Сегодня уже называлась цифра. Порядка 65% ребят после 9 класса выбирают именно среднее профессиональное образование. Значит, здесь формируется будущий костяк рабочих профессий, мастеров, техников, тех, на ком держится производство. На эту положительную динамику повлияло в том числе и возвращение труда в наши школы, которые были абсолютно неправильным решением ликвидированы. Это очень правильно. Но и не могу не сказать, что очень хорошо сейчас работает здесь система работодатель-колледж. Это ключ, конечно, к подготовке кадров. Когда предприятие активно участвует в подготовке кадров, формирует запрос, дает места практики, наставников, оборудование и потом забирает ребят на работу, это снимает главную проблему – разрыв между обучением и реальным требованием производства. Не могу не поднять проблему уже выпускников высшей школы. Ну, послушайте, у нас, я назову ерунда какая-то происходит. Блестяще закончил вуз, хороший специалист. Пожалуйста, стаж у тебя есть 3 года? Нет, до свидания. То есть вот эта ловушка отсутствие опыта необходимо менять. Если колледжи, система среднего профессионального образования развивается в этом направлении, то в остальном здесь очень много вопросов. И, значит, необходимо наращивать практическую подготовку в вузах. Ну и не могу не сказать, особенно это касается городных инженеров. Минерально-сырьевой комплекс – это принципиальная отрасль для развития нашей страны. И для ее кадрового наполнения нам необходимо сформировать корпус городных инженеров нового типа. Хороший пример подает наш родной для Санкт-Петербурга Петербургский город
Горностерт императрицы Екатерины II. По вашему поручению, Владимир Владимирович, он вошел в пилотный проект по улучшению качества инженерного образования и разработали полноценную систему инженерной школы. В ее основе переход к полноценному образованию, получаемый за один цикл. Система очень простая. Первые 2 года единый базовый модуль, чтобы студент получил общеинженерную культуру. А дальше уже в рамках общего 6-летнего цикла получения высшего образования в целом формируются дополнительные компетенции, а выпускник осваивает 2 рабочие профессии. Фундамент подготовки – это практика. За 6 лет студенты получают до 52 недель реального опыта на предприятии в статусе инженера-стажера. Институт создал 5 технологических площадок, 4 в Ленинградской области, 1 в Крыму, где будущие инженеры овладевают нефтегазовыми, энергетическими и общеинженерными компетенциями, без которых сегодня невозможно представить востребованный рынок выпускника. Но не могу не сказать, таких технологических площадок нет не только в России, нет нигде в мире. И вот наш горный университет впереди планеты всей. И еще одна вещь, которую нельзя не отметить. Институт через развитую систему студенческого наставничества формирует профессиональную среду, которая сопровождает человека от поступления до трудоустройства и закрепления в профессии. Когда у выпускника есть не только компетенция, но и дисциплина, командность, понимание миссии, вот тогда получается настоящий инженерный корпус. Считаю, что такой подход нужно не просто поддерживать, а закреплять как стандарт и масштабировать и на другие высшие учебные заведения. Подготовка инженеров – это ключевой вопрос развития страны. Без них не будет настоящего технологического суверенитета. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Действительно, производственный стаж, практика к моменту окончания вуза очень важны. Это очевидно. Но, собственно говоря, это одно из направлений того, чего и правительство старается делать. Пожалуйста. Да. Прошу. Можно? Да, спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы прослушали массу интереснейших докладов, и профильная комиссия Госсовета, и Национальный совет по профессиональным квалификациям, губернаторы, вице-премьеры Татьяна Алексеевна Голикова, Дмитрий Николаевич Чернышенко нам дали развернутый анализ. Очень многое из этого нам известно, хотя, безусловно, проецируется на сегодняшние реалии. Что касается одаренных детей, с ними мы умеем работать, олимпиады, уникальная школа, но вы поставили задачу огромную и, в общем-то, чрезвычайно сложную по своему масштабу. Нужно вовлечь в ближайшие годы 12,2 миллиона человек в экономику и вовлечь самым уникальным образом для страны. Мы строим экономику, основанную на знаниях. Мы должны сегодня обеспечить вовлечение наших людей действительно в профессиональную экономику, которая сегодня за ближайшие годы сумеет решить массу ключевых задач, которые, к сожалению, упущены за 3 десятилетия с лишним нашей новейшей истории. У нас практически не было, только сейчас восстанавливается обрабатывающая промышленность, станкостроение, инструментальная промышленность, сельхозмашиностроение снова набирает обороты. Сфера информатики и связи, там сегодня необходима система многоступенчатой подготовки кадров, и сегодня она формируется. Но то, что мы услышали, это отдельные, очень важные элементы будущей мозаики системы выстраивания в стране экономики, основанной на знаниях. Но правильно сказал Сергей Михайлович, нам необходимо большое внимание уделять нашей высшей инженерной школе, высшей технической школе. Нам нужно полностью запретить платное образование в инженерных вузах. Это просто не стыкуется с той задачей, которая сегодня была вами поставлена. У нас есть прекрасное учреждение в системе среднего образования, например, технолицей имени Владимира Ивановича Долгих в Московской области. Там, кстати, есть и другие классные учреждения в своих сферах, физтехлицей, гимназия имени Евгения Максимовича Примакова, флагманы в своих сферах. У нас, еще раз подтвержу, в сфере атомной промышленности, физики, математики и так далее, у нас все понятно. У нас есть белое пятно, к сожалению, частично утраченная высшая техническая школа. Мы можем за год, за 2, за 3 это снова настичь, но над этим придется поработать. Об этом пока никто не сказал. Далее, 9 класс. Большинство принимают решение о том, кем быть. Мы должны
об этом фрагментарно коллеги говорили, огромное внимание уделять среднему профессиональному образованию и смычке средней школы и высшей школы. В этом плане одним из эталонов может служить предуниверсарий, который в Саратовской области действует много лет при координации, собственно, и созданной Вячеславом Викторовичем Володиным. Но что касается среднего профессионального образования, сегодня мы, к сожалению, наши традиции техникумов и колледжей частично утратили. Вот. У нас действительно очень многие хотят работать в сфере торговли, транспорта, строительства, но не могут найти колледжи в этой сфере. Их нужно довооружать существующее, создавать новое. Я бы, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, предложил следующие приоритеты по нашей программе, потому что временной лаг, как вы абсолютно правильно сказали, именно временной лаг очень мал для того, чтобы нам действительно настичь те задачи в системе реального времени. Это задачи ничуть не менее важные, чем скорая победа в специальной военной операции. Нам действительно нужна сильная экономика, нам нужны сильные профессионалы во всех направлениях без исключения. Предложил бы следующее, Владимир Владимирович, направление развития той программы, которая выкристаллизовывается на основе выступлений коллег в целях реализации предложенной вами макрозадачи для страны на 2026 год. Первое. Единый норматив подушевого финансирования в общем и среднем профессиональном образовании. Нам нужно понимать, это задача во многом и регионов. Над этим много работают наши коллеги в министерствах, и Валерий Николаевич Фальков, и Сергей Сергеевич Кравцов, но это во многом региональная задача. Малый и средний бизнес, куда во многом пойдут выпускники будущие выпускники колледжей, это задача регионов, задача губернаторов. И мы планируем в ЛДПР, мы планируем плечом к плечу с коллегами из других парламентских партий этим активно, если вы поддержите, заниматься. Второе. На 2026 год важнейшим приоритетом в этой программе, думаю, явится адаптация образования к реалиям технологической революции. У нас действительно по искусственному интеллекту, по цифровым технологиям, по многим другим наукоемким сферам науки и промышленности, к сожалению, фрагментарно расположенное учреждение образования. И здесь нужно разрабатывать специальную программу в 2026-2027 году с тем, чтобы в течение 2 учебных лет, это реальный срок, без утопии, мы сумели иметь федеральную программу с такими блестящими учреждениями, как Центральный университет и некоторые другие, но это, еще раз подчеркиваю, фрагменты. Нужно, чтобы эта программа покрыла все регионы без изучения. Реалии технологической революции – это наше сегодняшнее с вами будущее, это 21 век. И нам необходимо, чтобы здесь не только в развитых технологических регионах было соответствующее образование. Третье. Защита и приоритет наших граждан на рынке труда. Я сделал акцент на слове «наших», потому что нам нужно нормализовать, наконец, миграционную политику, сделать приоритет именно для наших граждан, которые хотят получить полноценное образование, решить связанные с этим вопросы, они у нас есть как законопроекты по миграционной политике, но это не тема сегодняшнего заседания. Надо поддерживать предприятия, Владимир Владимирович, имеющие собственные программы обучения, стажировки и карьерного роста. Как пример приведу Савеловский технопарк в Тверской области. Здесь присутствует Игорь Михайлович Рудени, будучи губернатором, много сделал для его становления, где есть собственная программа «Школа», «Колледж», и, наконец, уникальное предприятие, которое в том числе сегодня выращивает лучшие в мире искусственные алмазы, многое другое. И таких сегодня технопарков, таких примеров десятки. Но нужно, чтобы их были тысячи. Мы реально сможем в течение ближайших 2 лет решить эту задачу, если во всех регионах будем способствовать, в том числе на законодательном уровне, и мы готовы в Государственной Думе над этим работать при высокой координации председателя Государственной Думы, потому что это является для нашей партии, для наших коллег также, насколько я знаю, первым приоритетом. И строительство экономики, основанной на знаниях в стране, и вовлечение этих 12 с лишним миллионов человек и подбор кадров для экономики – это задача, как говорили ученые, профессионального клиринга
идеального соответствия человека своему рабочему месту, сегодня эта задача успешно решается. Геннадий Андреевич назвал Москву, Татарстан, Санкт-Петербург, спасибо губернаторам, назвал бы еще Калугу и ряд других регионов. Но это в масштабах страны явно недостаточно. Итак, я просил бы уделить внимание, Владимир Владимирович, сейчас тому, что связано с высшей инженерной школой и тем учебным заведениям среднего образования, которые готовят высшую инженерную школу, единый норматив подушевого финансирования в общем и среднем профессиональном образовании, адаптация образования в каждом регионе без исключения к реалиям технологической революции, давайте говорить своим языком, это действительно стремительно развивающиеся направления, от которых мы не должны отстать, наоборот, мы должны быть опережающими. И, наконец, защита и приоритет именно наших на рынке труда и поддержка фронтальная, снизу доверху предприятий, имеющих собственное, выстраиваемое форсированно сегодня, системы обучения, стажировки и карьерного роста. Уверен, что мы можем плечом к плечу, вне зависимости от партбилетов в кармане и других различий, приступить к реализации, форсированной причем реализации этой программы сегодняшнего дня. Спасибо. Благодарю вас. Что касается общенациональной программы подготовки кадров, то, собственно говоря, мы сейчас и пытаемся все это собрать, расставить приоритеты и организовать эту работу. По сути, это и есть создание программы общенациональной подготовки кадров. Теперь по поводу расширения, значит, нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно. Но, Леонид Ильич, надо ли запрещать совсем платное образование по инженерным специальностям? Мы же будем просто сокращать эти возможности. У кого-то из ребят что-то не получилось. Ну, все бывает в жизни. Но не сдал там экзамен, не прошел на бюджетное, значит, отделение, это факультет какой-то, но не получил бюджетного места. Это не значит, что человек не талантливый. Все бывает. Может, еще, знаете, какие откроются перспективы, и страна будет счастлива, что человек получил это образование. А потом же есть у нас возможность перехода из платного обучения на бюджетные места для тех, кто показывает хорошие результаты. Ну, давайте вот пока не будем этого запрещать, судим возможность, будем сужать возможности получения образования. Да, пожалуйста, кто еще? Есть желающие? Все? Можно? Пожалуйста, прошу. Спасибо. Большое спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые участники Государственного совета. Я бы хотел, во-первых, поблагодарить за такую замечательную возможность принять участие в обсуждении столь важного вопроса в таком составе. Мы во фракции «Единая Россия», в партии «Единая Россия», которую имею честь сейчас представлять, хотел бы тоже рассказать о той работе, которая проделана. Во-первых, на съезде партии была принята народная программа, которая, Владимир Владимирович, была построена, вы знаете, на более чем 2 миллионах пожеланий. Вы недавно отвечали на вопросы более 3 миллионов людей. Мы стараемся работать с людьми и отвечать на те вопросы, которые людей беспокоят. Понимая, что мы можем добиться вместе только с правительством, с нашими общественными организациями, партийными, мы очень ценим нашу консолидацию между фракциями. Она сегодня, я считаю, на высоком уровне и позволяет нам решать все задачи, которые вы ставите. В первую очередь это противодействие противнику нашему, победа в СВО, технологические вопросы, оказание помощи нашим участникам специальной военной операции, их детям, что происходит постоянно. И здесь у нас в некотором смысле соревнование, которое, я думаю, идет на пользу. Спасибо всем, кто это делает. Хотелось бы здесь остановиться на том, что, начиная эту программу, мы стали искать возможность не только критиковать и поддерживать, но и найти свое место, чтобы подставить в плечо в решении важных социальных проблем. В частности, обратили внимание, и, кстати, здесь большое спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, который лично принял в этом участие, мы обратили внимание, что 20 миллиардов в год не расходуется на
ремонт капитальный образовательных объектов в стране. То есть не приходят на торги участники, и эти образовательные учреждения с года в год не осваиваются. Игорь Михайлович еще в бытность работы губернатором Тверской области поддержал этот эксперимент. Мы провели работу. Эксперимент превзошел ожидания, когда политические партии включаются в экономическую работу, но в первую очередь экономика работает, а партия только помогает. Докладываю на сегодня, мы в целом отремонтировали с 2022 года более 6 тысяч образовательных учреждений. А вот то, что я Михаилу Владимировичу докладывал, и надо сказать спасибо большое, его заместитель Чернышенко, мы постоянно были в контакте, на сегодня менее 10 школ, которые еще не завершены. Не допущено ни одного факта воровства, долгостроя или какого-то некачественного исполнения обязательств. Все родители видели это, наблюдали. Тот самый контроль, который неподкупен, эффективен. Владимир Владимирович, спасибо за то, что было принято вот так же на встрече вами решение. В случае экономии на объекте деньги передавать тем, кто их сэкономил. Сэкономленные средства, а это приличные деньги, с 20 миллиардов 25%, пошли на улучшение учебного процесса, на закупку. Кстати, вот Руденя смотрел, чтобы интерактивные доски были тверского производства. Я думаю, это делали и все руководители региона. Мы увидели, что эта система работает. Очень хорошо, что сегодня мы участвуем в обсуждении уже вот в таком составе вопроса образования. Образование определяет судьбу человека, общества, страны. Это очевидно, после тем более тех выступлений, которые мы слышали. То, что сейчас у нас главная задача – эффективность, не требует доказательства в этом зале. То, что мы об этом говорим, а наша оппозиция, кстати, конструктивная оппозиция, заметьте, все, что говорим, ничего не возразишь. Только одно можно возразить. Для того, чтобы сделать больше, Геннадий Андреевич, надо заработать больше. Сначала сэкономить больше, и тогда мы сможем сделать, естественно, намного больше. Здесь у нас тоже понимание. Поэтому хотел бы сейчас, не углубляясь глубоко, но один момент озвучить. Вот у нас непростая ситуация с повышением налогообложения. Партия тяжело шла на это решение, понимая, что это проигрыш в предвыборном году. Коллеги говорят только о хорошем, а мы отвечаем за все. И неприятное тоже. Но вот когда стали вникать в эти вопросы, и обращаюсь сейчас к этому высокому собранию. Конкретный пример. Ко мне обращается руководитель одного предприятия, который занимается лесопереработкой. Говорит, мы закупаем оборудование дорогостоящее, чтобы улучшить процесс, добавленную стоимость получить рыночные преимущества при сбытии. Но ставка высока, поэтому платить налоги вот в этом режиме крайне тяжело, разорительно. Вот если можно, как-то бы помочь. Взять на следующий год, дать каникулы платежей, а в конце мы заплатим и долг, и с лихвой будем дальше платить. Мы будем более выгодным налогоплательщиком. Прихожу к руководителю налоговой службы нашей. Вы знаете, он говорит, давайте посмотрим. На межрайонной комиссии этот вопрос. Если мы сейчас, а по мнению представителей бизнеса, от 30 до 50% предприятий испытывают сложности, если мы даже в небольшой части поможем, мы получим современные производства, которые выстоят и будут развиваться. Вот просто подход. Я хочу, Владимир Владимирович, вас поблагодарить, во-первых, за тот стиль работы, который вы демонстрируете, за то общение с людьми, которое показывает очень-очень многое. И самое главное, тот потенциал поддержки власти сегодня в стране. И хочу всех, кто здесь присутствует, поблагодарить за эту работу. И я убежден, что наша партия, наша фракция сейчас, готовясь к выборам, я не буду останавливаться на других вопросах, решает очень важные задачи. Мы обеспечили приход в политику участников СВО, представительства лучшей части. Мы помогаем им, идет обучение их в нашей партийной школе, с ним постоянно встречаются руководители партии. Мы уверены, что их приход позволит нам более эффективно решать те задачи, о которых
сегодня говорил Владимир Владимирович. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Владимир Абдуалиевич. Я не думаю, что, конечно, ничего хорошего в повышении фискальной нагрузки нет, налогообложения. Это всегда вопросы, связанные с нагрузкой на экономику, и всегда вопросы, связанные с обеспечением темпов экономического роста. Есть и другие проблемы, которые нужно решать. Это оздоровление экономики, это макроэкономические показатели, борьба с инфляцией. Но если мы все вместе не только будем говорить о повышении фискальной нагрузки, если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение вот этого сегмента, да, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, благодаря в том числе повышению фискальной нагрузки, и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться. Положительно, безусловно, отразится на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан. Это очевидные вещи. Тогда будет полное понимание среди людей того, что мы делаем, и, соответственно, поддержка. Я бы очень просил, чтобы все политические партии, все партии, представленные в парламенте страны, руководствовались именно вот этими соображениями. Хотя, конечно, понятно, что у каждой партии, у каждой фракции есть свое видение, как обеспечить выполнение тех задач, которые мы считаем все приоритетными. Ну, это и хорошо, что есть разные подходы, потому что дает возможность нам выбора, поиска наилучших путей решения проблем и выбора этих вариантов решения. Но если завершить то, что мы обсуждаем сегодня, и ради чего мы собрались, хотел бы отметить хорошую работу группы рабочей Госсовета. Вот она действительно так активно и глубоко поработала и с правительством, и с регионами, и предложила целый ряд решений вот в той именно сфере, о которой мы сейчас говорим. И на этой базе подготовила перечень поручений президента по итогам нашего сегодняшнего заседания. Имею в виду, что вопрос очень важный и касается всей экономики, всей страны, всех регионов, у меня есть просьба у рабочей группы. Вот этот перечень поручений, понятно, что вы его готовили, исходя из предложений коллег, в том числе из регионов. Но я не уверен, что у всех членов Госсовета этот перечень поручений в таком виде, в котором вот он у меня лежит на столе, что он есть. Прошу вас всем разослать этот перечень поручений, чтобы все с ним не только ознакомились, но и внесли какие-то свои дополнительные предложения по тому, как коллеги считают, можно и нужно было бы решать те задачи, которые перед нами стоят в обсуждаемой сфере. Это первое. Второе – это прямое обращение к руководителям регионов. Ясно, что эти вопросы подготовки кадров для экономики Российской Федерации, так или иначе находятся в сфере профессиональных обязанностей определенного круга лиц в администрациях на местах, в администрациях регионов Российской Федерации. Но я бы очень хотел и прошу вас об этом, чтобы на уровне заместителей губернаторов, руководителей регионов был конкретный человек, который этим занимается. Ясно, что у заместителя губернатора много обязанностей. И мне бы очень не хотелось, чтобы вот эти важнейшие вопросы, обозначенные в перечне проекта поручений, чтобы они
утонули в числе тех задач, которые стоят перед вашими заместителями. Поэтому прошу вас для координации работы вот по этим направлениям назначить отдельного помощника, на помощника губернатора, помощника руководителя региона, который бы занимался координацией работы в регионе и между учебными заведениями всех уровней, всех звеньев, регионального, местного, федерального, чтобы всегда держал это в поле зрения, работал со всеми. Но чтобы ему работать со всеми, ему, конечно, нужно будет общаться и с представителями бизнеса, и с федеральными органами власти. Поэтому я буду просить председателя правительства, чтобы он в правительстве Российской Федерации определил один центр, чтобы тоже, здесь много всяких ответственных, и это хорошо, но нужен один центр, один ответственный человек. У меня есть свое мнение, кто бы мог это сделать, но попрошу председателя правительства принять окончательное решение. После этого на уровне руководства правительства собрать вот тех людей, помощников, которых вы назначите в регионах, собрать их в Москве, с ними обязательно поработать. Дополнительно понятно, чтобы было людям, чем они должны заниматься, на кого они могут рассчитывать, с кем в Москве им иметь конкретные связи. Попрошу тоже администрацию президента к этому подключиться и Сбербанк. Герман Оскарович, вот у вас это налажена хорошо работа. С этими людьми обязательно нужно будет встретиться где-то на ваших площадках, на площадке правительства и как следует поработать. Это все у нас не должно повиснуть в воздухе, понимаете? Это все должно исполняться. Чрезвычайно важная вещь. От этого зависит в значительной степени будущее страны. Поэтому работа по этому перечню, пока проекту перечня, должна быть завершена с учетом тех предложений, которые поступят в рабочую группу. Досогласовано с правительством, выпущено, и должны появиться конкретные люди, которые будут заниматься этой работой. Просил бы вас сделать это, не позже, чем конец января следующего года. Все. Вам большое спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Благодарю вас.